Матчу против ботанов в школе, поехали! Ой, чудесный день! Снова в моей любимой школе! Так, нужно поторопиться, до урока всего час остался. Так, утренняя проверка. Домашку по всем предметам сделал, тренировку по физкультуре сделал, внеклассное чтение. У меня это выглядело по-другому. О, до школы целых 15 минут. Подождем. Кислота и трава стартовый пак А4. Еще и кислота. Да, кислота и трава стартовый пак А4. Еще и кислота. Ну еще и трава, кстати. Вот. Еще, кстати, кислота. Про нее тоже забыл. Другая. Прочитал, подделку на ИЗО принес, до школы доехал. Ну все, теперь можно отправляться в мою любимую школу. Это мой портфельчик. Ага. Так, и все. Так. Ой, чуть не забыл. Надо же защитить мой велосипед от хулиганов. Так. Пристегиваем. Еще А4. Так, и это колесо. Так. Ага. Ну-ка. Какое бы число придумать? О, точно, мое любимое постоянное. Число 3. Его точно хулиганы не знают. 3, 14, 15. Ну все. Так, шлем не забыть. Еще и еще. И какой им? Ну, возможно. Хороший день. А это что такое? Кто вообще на таком столе катается? Ты, пацаны, вот на чем катается, вот. Все, шеф, газуй. Так, что там по времени? Ничего себе! Чуть я Б. рановато приехал, даже ко второму уроку успеваю. Так, надо привести себя в порядок. Так. Обувь всегда должна быть идеальная. На нее учитель в первую очередь обращает внимание. Так. Ну да. За нее, кстати говоря, и ставят оценки. Мало кто знал. Вот. Вот поэтому вам и ставили 3 и 4 за, казалось бы, идеально выполненную работу. А все дело в обуви. Богатый, запишу номер, чтобы сжечь машину. Бля, в натуре. В натуре, блядь. Сука, как же я ору со школьников, которые, блядь, такие. Он, блядь, богатый какой-то хуй. Пойду-ка я ему машину сожгу. Или проткну ему колеса. Ой, блядь, какие завистники, пиздец. А еще за наличие очков. Теперь можно переобуться в сменку. Ну это тоже верно, да. Такая хуйня тоже есть. Типа очки, все, блядь, ботан, 100%. Так, ой, какой-то я растрепанный. Так, нужно причесаться. Так-то получше. Можно выдвигаться на урок. Ой, чуть не забыл про моих друзей. Их же покормить нужно. Так, ну вроде воды хватает. Еды тоже. Покорми. Ладно, тогда нужно их всех пересчитать. Джексон здесь, Арчи, Бонни. Так, а где Майя? Майя, а куда она пропала? Она же королева. Без нее все пропадут. Куда она выползла? Может, она уползла куда-то? Майя, ну куда ты ушла? Ну далеко ты не должна убежать. Майя. Королева съебалась. Главное, круглые советские с изолентой на ушке. Ой, блин! Я же совсем забыл домашку сделать. Тренер по баскетболу меня убьет. Так, дриблинг. Опа. Блять, домашка по физре. Опа. Я хорош. Ладно, главное, домашка сделана, с остальным по ходу разберусь. Так, что тут? Ой, это что такое? Муравей! Это что, паразиты у нас в школе завелись? Офигеть. Он убил королеву! Слушай, Сука, казните его нахуй! я тут Майю потерял. Ты не видел? У нас просто шкафчики соседние. Может, к тебе забежал? Куда лезешь? Че там под нос вообще себя мямлишь? Кого ты там потерял? Игрушку, что ли, свою? Да это не игрушка, это друг вообще-то. Муравей.
Муравей? Ну ты, конечно, чел со странностями. Ну был тут у меня муравей, пробегал, но его прихлопнул. Я же не знал, что это твой, на нем же не написано. Ладно, все, лузер, давай. Я в столовку. Это же муравей Майя. Ну я ему отомщу. Звонок, что ли? Так, сколько время? Я ему отомщу. Я ему в штаны муравьев насыплю. Алло, уважаемые дети и учителя, всех жду в актовом зале на торжественную речь директора в честь начала учебного года. Всем быть! Ну и вот так, собственно, я стал директором школы. Да. Надеюсь, вы еще не устали от моих речей. Блядь. Там все просто со смеху уже сдохли. Пока на него смотрели. Ладно, ребята, дам вам последнее напутствие на жизнь. Ребята, я вырастил уже не одно поколение детей. И есть одна проблема, которая объединяет всех детей, которые стали взрослыми. Когда вы вырастете, вам просто со своими сверстниками будет не Пиздец совет, конечно. Вот так нормально. чем поговорить. Это было и у меня, и у вас у всех, это будет, поверьте мне. Но, ребята, для того, чтобы легко находить контакты в будущем, найти новых друзей, Сука. товарищей, займитесь этим прямо сейчас. Ребята, нужно интересоваться тем, чем интересует... Блять, я в рот попасть не могу. Ядрен батон. Блять. Ёк-макарёк. Да сука. Чё мышка, блять, уебанская. Да сука, блять. О, попал. Повезло, блядь, повезло. А что тут мой батя делает? Не знал, что на А4 снимается. Да его купили. Твой батя продажный. Шлюха продажная. Чуть сердце не взорвалось от смеха. Да нет, это Кобяков. Слишком Светлана, не может должен быть загадочным, да. Ну а так нормально. Ну блядь, так слишком темно. Загадочным-то загадочным, но что-то... А хотя... Не, все-таки вот так, наверное, будем. Да, все-таки лучше вот так, я думаю. При таком синем освещении. А научись попадать. По крайней мере, тебе я с первого раза в рот попадаю. Ну вот, я так не умею. Анонимус решил с ньюсом закинуться, чтобы досмотреть эту хрень. Да. Эту хрень надо правильно смотреть так. Во-первых, сперва нужно нахуяриться. Вот, а потом закинуться. Вся молодежь, все ваши сверстники, Блядь. одноклассники и так далее, чтобы в будущем вам всем было что обсудить. Итак, вот вам одна из самых актуальных тем. Канал А4. Очень Да, актуально. ребята, я знаю. Кто там говорил, что А4 не актуален? Ну вот тебя вот этот усатый молодой человек разъебал. Я вогнал 300 миллиграмм в вену, норм закинулся, чтобы смотреть. Надеюсь, тебе хватит. Охуенный пример, кстати, я говорил, и кажется, я слит. Да. По факту ты слит. Нравится. Блять, сейчас. Да сука, блять, какая у меня мышка уебищная. Надо менять. Не повезло, не повезло. Но просто смотреть этот канал недостаточно. Вы потом вырастете, подойдете к какому-то... Мой батя пасечник и мед качает с пчел, он очень вкусный и полезный. Кто, батя твой? Ну, по поводу полезности я бы поспорил. Сверстнику скажете, я Мед! Ну, хорошо. смотрел. Ну что это такое? Может быть, ты вообще смотрел только один ролик, это же не серьезно. Нужно обязательно подписаться на этот канал, быть подписчиком. Серьезно. Нужно... Ну что это такое? Может быть, ты вообще смотрел только один ролик, это же не серьезно. Нужно обязательно подписаться на этот канал, быть подписчиком. И когда вы через лет 20, 30 встретите человека, который тоже, как и вы, был подписан на канал, вам сразу будет о чем поговорить. Вот здесь есть те, кто надували жабу. О, видите, никого нет. Поняли, чат? Подписываемся. А я думал, пчел вкусный и полезный. Ну, может быть, я не пробовал. Даже обсудить не с кем. Может, вы пробовали, чат, поделитесь опытом.
Нет, спасибо, я лучше останусь социопатным дегенератом. А в детстве все этим занимались. Миша, сторож, вижу, все хорошо. А есть те, кто смотрел ролик А4? Это правильно, обязательно подпишитесь. Как там он говорит? Красная кнопка подписаться должна... Подписываемся на канал Лучше ТГ. Все, ребята, молодцы, что послушали. А теперь все по кабинетам. Работаем, учимся. Михалыч, тумбочку бери. Как раз первее всех. Хороший ученик. Это готовый к уроку ученик. Так, это по другому уроку. А уж по-ботански. Теперь проверим пенал. Ножницы есть, линейка есть, синяя ручка есть, черный фломастер есть, красная ручка есть, карандаш. Вот досада. Только мягкий взял, а твердый забыл. Ничего, в следующий раз буду лучший рюкзак собирать. Две запасные синие ручки есть, О! черный фломастер есть. Вот он! Что там задавали нам? Я с убийцами муравьев не разговариваю. О, вот он! Смотри, муравей! Где? Не твой, что ли? Где? Эй! Отдай! Отдай это! Заскамил мамонта, заскамил все. Эй, это нечестно! Все равно ты умнее не стал! Кстати говоря, блять, Не разговариваю. О, вот он! Смотри, муравей! Где? Не твой, что ли? Где? Эй, я тебе не разрешал! Отдай! Отдай, это моя тетрадка! Я учителю расскажу! Верни! Эй, это нечестно! Все равно ты умнее не станешь от этого! Отдай! Ну все, не плачь! жаль, это недолго продолжалось. Подожди, а где ядерный реактор? Он двоечник. А хороший ученик это тот, кто подписывается на ТГ-канал. И на YouTube-канал. К Троанонимусу. Он притворяется ботаном. Ну да, позер. Здравствуйте, класс. Электростанцию с собой не притащил. Здравствуйте. Садитесь. Ну что, все сделали домашнее задание? Мне очень неловко говорить, но я вместо 50 написал... Мне неловко говорить, но я описался. 47 листов словарных слов. Потому что нельзя пропускать 5 минут урока. Даже 2 минуты нельзя пропускать. Даже полминуты нельзя пропускать. На какой-то туалет. Поэтому вот. Действительно, про квантовую самоходку в Афинчандерауф Панциркомфаген 4 не видел. Ого, учитель ведьма. Ну, чуваки, ну если он рыжий, это не значит, что ведьма. Что это за дискриминация рыжих? Но мне пришлось прибегнуть к английскому, немецкому языку, французскому. Вот он! Сергей, я тебя, конечно, хвалю за такое упорство, но ты, кажется, что-то перепутал. Нужно было написать 50 слов, а не листов. Да? Ну ничего, все равно полезно было. А вот вы знали, что в китайском языке есть слово лиухао? Оно означает... Так, подожди. Сергей, спасибо, я ставлю тебе 5. Да, блять, подожди. А что оно означает-то? Чат загуглите. Что означает лиухау? Лихау, или как он, блядь, там сказал? Оно означает... Оно полезно было. А вот вы знали, что в китайском языке есть слово лиухао? Лиухау, что это такое? Оно означает... Так, подожди. Сергей, спасибо, я ставлю тебе 5. Ты молодец, ты подготовился. Ну, Влад, а ты сделал домашнее задание? Я, конечно, естественно. Только у меня все в электронном варианте. Ну, современные технологии, все дела. Вообще-то нужно было сделать... Означает анонимус. Ну понятно, почему он не захотел слушать, что оно означает. Домашнее задание в тетради. Все эти ваши телефоны только глаза портят. Ну, раз уж ты подготовился, давай проверим. Выходи к доске. Да запросто. Так, телефончик мне, пожалуйста. Так тут вся информация, я готовился. Она должна быть не тут, а вот тут, у тебя в голове. Ты словарные слова выучил? Да. Ауф по-преподавательски. Надо 500 листов с разными произношениями слова хуй на разных языках.
И с каждым вариантом произношения. Отличная идея. Вилсон, тебе нужно идти в министра образования. Ну все, давай телефон, иди отвечай. С тобой система образования обретет новую жизнь. Такс, напишем тебе 3 словарных слова. Пожалуйста, пропущенные буквы ставить. Тут сейчас подумаю. Саримат? Аромат. Я понял. Хорошо. Акваланг. Аромат. Все. Регина, блядь. Ой, Что? 2. 3 слова же. Я думал уга-буга-ы. Блядь. Это 3, оценка 2. Ну вот как ты учил? Кто не так? А все не так. Акваланг. Аромат. Блядь, у меня была когда-то училка, которая писала пловец через букву А. И обосновывала это, аргументировала это тем, что это от слова плавать. Рябина. Зачем мне эта информация? Ты мне еще поумничай здесь. Она мне еще исправляла это и оценку снижала. Спать хочу, пчелы. 2 балла получается. Ну а теперь, ребята, У давай. нас не спят. А еще надо ввести предмет по прохождению Майнкрафта анонимусом. Да, а я буду главным преподом. Расскажите мне, как вы провели лето? Можно я? Ну, давай, Сергей, ты как Блядь, обычно у меня бы было... Если бы я это писал, то у меня был бы спидран по сочинению. Поехали. активный лето, наверное, так же провел, да? Так, как я провел лето? Летом я прочитал все книги из списка литературы. Я регулярно посещал свой любимый математический клуб. И самое главное, я сделал изобретение. На его создание меня сподвиг мой младший брат. Он громко смотрел мультики. Блядь, рогатка из гондонов. Я думал, он достанет ее сейчас. И мешал мне учиться. Че за бред? Учиться летом? Зачем ты это делаешь? Влад, ну не перебивай. Сергей, продолжай. Вот, смотрите, как оно работает. Я надеваю его вот так вот. Я проебланил 3 месяца за компом и работой. Вот. А сейчас мы будем проебывать 9 месяцев на стримах True Анонимуса. Ушко на ушко. И практически ничего не слышу. Ботаник лох! Так, Влад, тебе еще одно замечание. Но если вдруг захотите слышать, тут все очень просто. Надо просто открутить крышки с обеих сторон, и тогда звук достигнет барабанной перепонки и приведет к вибрации. Блять, да это ж гениально. Правда, звуку придется еще, блять, попасть в эту дырку. Ты, древний человек, вообще-то давно уже появились AirPods с шумоподавлением. Вот так вот делаешь. Оп, все, ничего не слышу. Твое изобретение полное фуфло. А это ты здорово придумал, Владос. Незаметно интеграцию продвинуть. Мы даже и не поняли. Молодец. Лучшее изобретение, да. Чего не фуфло, зато ты потребитель, а я изобретатель. Садись, спасибо, Сергей. Влад, может быть, ты хочешь нам Разъебал. рассказать, как ты лето провел? Да что тут рассказывать? Я все лето развлекался. Море, на тусовки ходил. Даже забацал себе татуху. Чего? Татуировку? В твоем-то возрасте. Родители в курсе? Батя, конечно. А, ты что, татуировку захуярил? В 26 лет? Или в 30? Или в 40? В твоем-то возрасте, блядь. Блядь, какая вообще разница, когда делать татуировки? На них что, возрастные ограничения теперь есть? А, и стоят $600. Ну да. Помогал мне выбирать. Ага, вот оно что. Ну, я ему сегодня наберу. Поговорю по поводу твоего воспитания. Да ладно, я пошутил, это переводка. Сотрется скоро. Ну, у тебя и шуточки. Так, ладно, ребята, вы пока посчитайте правила на странице 3, а я пока заполню журнал. Вот он. Че тебе? Ты меня отвлекаешь. Поделись учебник. У меня один, свой носить надо. Ты так эту книжку наизусть знаешь. Че борзый за лето стал, капец. Так, Влад, что ты там опять
блядь, а подсесть рядом? Не-не-не-не-не-не. Хочешь от Сергея? Я ничего не хочу, просто по-пацански попросил учебник. Так, ладно, держи мой, но в следующий раз не забудь взять свой. Антонов, передай. Извините, дочка в Вайбере картинку смешную прислала. Так, третью прочитали уже? К шестой Ща. переходите. Вот вообще, запятую пропустили. О, звонок! Ого! Ну ладно, все свободны, до свидания. Подождите, это не звонок. Урок еще должен идти 19 минут по часам. Так, сколько сейчас времени? Я не... А вот и я. Так. Видно, что у Влада от короны весь класс сдох. Остались только эти двое альтернативно одаренных. Ну да, скорее всего. По всей видимости, это Опять так. твои приколы, бумага. Смотри, доведешь меня. Я тебе двойное домашнее задание дам, чтобы у тебя времени на такие шуточки не было. А еще расскажу тренеру твоему, чтобы тебя из баскетбола... Подождите, домашнее задание это же на дом. То есть шуточки у него-то будут. Только вне дома. Задание-то домашнее. Футбольной команды поперли, понял? Ботаник, тебе хана. Так, а я не понял, а почему мы еще не готовы? Звонок для кого был? Просто перемена 5 минут. Я пока со второго этажа спустился, уже звонок прозвенел. Я ничего не хочу слышать. Даю 2 минуты и бегом на построение, понял? Да, понял. Конечно, сейчас. Кто вообще составляет расписание? Хорошо, что я придумал себе, как экономить время. Че, очкарик, опаздываешь? Да, уже бегу. Не так быстро. Ты че меня преподу сдал? Ничего не сдавал, просто еще урок шел, а ты обмануть хотел. Если меня попрут из баскетбольной команды, тебе мало не покажется. Ладно, только отпусти меня, а то меня препод за опоздание накажет. Это идея. Я за тебя замечание получил, возвращаю долг. Давай, неудачно. Физрук странный, не пьяный он почему-то. Но это потому, что он не трудовик. Ты его с трудовиком перепутал. Секунду. Так. Отпусти меня! Отпусти! Это нечестно, ты меня сильнее! Отпусти! Зачем? Так, а я не понял. Где Да, не по правилам играешь, ты сильнее меня. Но он-то явно сильнее. По нему это видно. Сергей, что ли? Так он прогуливает. Самый умный, думает, и физкультуру ходить не нужно. Тут типа спорт для тупых. Я не понял. Да-да-да. Ау, Извините за опоздание. Сергей, а ты мне скажи... Откуда у Влада изолента? Он у трудовика спиздил? Ну, походу. Скажи, ты на математику тоже так опаздываешь? Все эти предметы твои, математики, физики, это чушь. Они в жизни не пригодятся. А вот физкультура — это здоровье. Ты хочешь быть здоров? Вот физрук по факту говорит. Ну, кстати говоря, без шуток. Вот отчасти он прав. То есть математика, она как бы нужна. Но нужна только база. А все эти, блядь, производные, синусы, косинусы, они нахуй не нужны. Ну, то есть просто так, блядь, объяснить, в чем смысл синусов, косинусов, это окей. И все. И дальше ничего не проходить. А вот все остальное, это, конечно, нахуй никому не надо. Я хочу быть здоровым, но Влад меня обмотал скотчем, и я опоздал. А тебе заняться, Влад, нечем, что ли? Впереди начало сезона, у тебя форма должна быть. А ты тейпом людей клеишь. Давай, 100 отжиманий, упор лежа принять. Эй, тренер. Ну, а ты что стоишь? Давай тоже, упор лежа. Это не тренер, долбоеб. Отжимаемся. Тренер у тебя дома. А мне-то за что? Вопросики, поговори мне еще тут, я не понял. Ты че? Себя поверь. Он тебя заставляет отжиматься не от пола, а жопой от члена.
что ли? Да, извините, вы старше меня. Так, Сергей, а ты делай 5 раз. Ты у меня хилый, еще в обморок упадешь. Сделал 5 раз и по кругу пошел. Понял? Да, конечно. Блядь, ну это уже, я считаю, блядь, это мы осуждаем физрука. Это уже, блядь... Это уже прозвучало оскорбительно. Здоровье нормальное. Так, ну, чё ты стал? Давай, бегом. О! Так. Блядь. И по кругу пошел. Понял? Да, конечно. Только у меня здоровье нормальное. Так. Ну, чё Ладно. ты стал? Давай, бегом. Ой, пиздец, блядь, мышка реагирует, блядь, через раз. Пиздец. А, судя по всему, Андрюха Рил пошел спать, так и не дождался рулетки. А, он тут. Бегом по кругу. Так, остановись, пока отжиматься, Влад. Потому что обещали нам новую форму прислать. Тебе капитанскую. Кроссовочки там Nike. Реально? Да, напиши размеры свои. Чё, капитанскую прям? Ну, конечно, у тебя желтая будет. Я так давно этого ждал. Блин, тренер, спасибо огромное. Я так долго этого Нет, что, ждал. спасибо. Опа, стоять, дыхлик. Оп, на втором круге вон туда мне положишь, понял? Хорошо, да. Давай, побежал, побежал, побежал. Я тоже? Нет, ты еще отжимаешься, тебе еще раз 80. Давай, 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 давай. Ручки качаем, баскетболист. Так, раз, два, 3, 4, 5, Сейчас мы кое-что подправим. Так, 9, все. 11. Ну, Мы все дождемся, надеюсь, я тоже надеюсь. добежал? Значит так, минутка перерыва и сегодня сдаем нормативы. Челночный бег. Мне бегать нельзя. Вот справка от врача. Блин, так а что ты раньше молчал? Ты только что ж бегал. Ну, как-то растерялся. Все, ладно, ты ж у нас умный, там считать умеешь, вот, будешь считать способности Все, он пробежал, а ему нельзя было бегать, все, ему пизда теперь. нашего А он еще отжимался, кстати, целых 5 раз. Хотя у него справка. Пизда сердечку. спортсмена, понял? Так, держи. Все, на исходные. Ну что, готов? 3, 2, 1, пошел! Оп, быстрее, 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 ножки перебираем, ноги выше, шаг шире, давай, 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 чемпион, стоп! Ну что, сколько там? 9,7. Скинь секунду, будь человеком. Ну что, сколько там? 9,7. Чё? Ты ошибся же. Я в числах не ошибаюсь. 9,7. Так моя бабка бегает, ты чё, Влад? Ты хоть мяч не разучился кидать? Нихера у него бабка. Так у него справка об отклонении в развитии раки легкого Блядь. Раки левого яичка. Не-не-не. Ну тогда берите мяч и отрабатывайте броски. Ты тоже, кстати, покидай. На это твоя справка Да. не действует. Вот так и выглядели мои справки, когда я в школу ходил. Я просто ниже тебя. Сейчас, ну еще, подожди, да еще раз попробую. Слушай, Серега, погоди. Я понял, в чем дело. Дай-ка. А, так мяч сдутый же совсем. Сейчас я принесу тебе нормально. О, спасибо. О, да. Сережка, погнали. Серег, а давай еще научу мяч ловить. Подними вот так вот руки вверх. Вот так вот, как будто ловишь. Ну давай, я очень рад, что ты осознал свое поведение. Да, лови. Оп. Поймал, что дальше? Все, бросай в кольцо. Понял. Я не понял. Что такое? Ой, ты мне руки приклеил. Блядь, кстати. Тут еще одна была очень интересная сцена. Понял. Блядь. Что такое? Бросай в кольцо. Понял. Сейчас. Я не понял. Ладно. Ничего необычного. Просто чел ебет баскетбольный мяч. Спасибо, кончил. Что такое? Не за что. Ой, ты мне руки приклеил к мячу. Я? Да отпусти ты мяч, что ты? Я не могу. Это же небезопасно. Это клей, он разъест мне руки. Надо срочно смыть.
блин, а. Это было очень мерзко. Как же он меня достал. Думаю, что самый крутой. Я тебя проучу. О, его вещи. Что бы с ними такого сделать? Может быть, порезать или порвать? Нет, это уже слишком. Меня могут и к директору вызвать. О, пока все на уроке, у меня есть идейка, куда твои вещи деть. Под парту спрятать! Понял. Что такое? А где мои вещи? Хе-хе. А твои вещи там, куда парням вход воспрещен. Ты типа можешь закинул. поднес. Ну ты лохпед. Блять. В женский толчок закинул. Ты типа можешь мозг в женскую раздевалку отнес. А, раздевал. Ну ты лохпед. Че это я лохпед? Не понял. Да у него там просто, блядь, гарем. Так что... Девчонки, я на минутку. Еле вырвался. О, кстати, сейчас твоя очередь настала. Я же говорил. Девчонки, ловите! Туда нельзя! Давай! Извините, пожалуйста. Девочки, дайте, пожалуйста, очки, они же вам не нужны. Потому что я сейчас зайду и увижу, что нельзя видеть. Ну все, вы сами напросились, я захожу. Блядь, там что, дети, что ли? Ёбаный рот. Да все, хватит. Ай, как сильно бьют. Избили? Да. Ой, ну ты, конечно, даешь. Ни с девчонками поговорить, ни отпор дать. Ну что сказать, ботан. Девочек бить нельзя! Ой, то есть осуждаю. Просто девочек не бью. Так, ну до урока еще есть время. Надо будет пока перекусить. Так, что у меня там сегодня бабушка собрала? О, мои любимые яйца и сосиска. Ой, блядь, сейчас все дети на этом... Все, блядь, дети на этом моменте просто, блядь. Просто. Сейчас. Да ёб твою мать. Нет, они не так сказали. Сосиска, блядь, с яичками. Ну, реал женщин бить низко, поэтому бей высоко. Спасибо, кончил найс лицо. Спасибо, братуха, обращайся. Ты чё, кто-то сдох? Чё так воняет? Это опять твоя бабушкина собойка. Слушай, ты там подскажи, может, на курсы какие-нибудь кулинарные сходить? Ну, воняет же, реально. Вообще, во, крутые пацаны. Доставочку взял, оформил, и уже здесь. Свежая, горячая. Ничего не надо. Моя бабушка готовит лучше всех в мире. У меня здесь балансированный обед. У меня здесь и белки, и углеводы, и клетчатка. И вонь. А как тебе вопер? Ой, нет, мне бабушка такое не разрешает. Пися, ха-ха, ну да. Сосиска и яички, ха-ха, как смешно, пиздец, сейчас сдохну. Вот ты где. Я тебя, блин, по всей школе ищу. Да ладно, расслабься. Форму привезли. Прикинь, как быстро. Реально? Завтра на игре, чтоб был в новой. Понял. Давай. Офигеть, спасибо. Господи, не терпится ее увидеть. Ну как? А чё? Блять, шестерка. Попусенец. С размером? А эта форма идеальна. Все соперники сразу лягут от смеха. Форма шестерки. Размер Ну, как что, размер? XS или даже XXS. Ну как написано? Или XXXS. Писал, так и привезли. Ну не, я точно правильный цифру указывал. Послушай, директор выделил деньги на форму, тебе ее купили. Придется играть в этой. Понимаешь? Натянешь там, нормально. Все, ребятишки, приятного аппетита. Спасибо. Да как так-то? Я же точно все указывал.
или МММ? А ты чё ржёшь? Ну погоди, физрук же тебе давал бумажку с размерами. Ну, на лавку положить. Ну, ты там что-то, видимо, подправил. Откуда такие предположения? Нет, я сразу положил. Клянись бабушкой. Не буду. Так это точно ты! Сразу положил. Чё? Клянись бабушкой. Не буду. Так это точно ты! О, так. Я сразу... Так. Резня, да-да-да. Положил. Клянись бабушкой. Не буду. Так это точно ты! Я, кажется, руку Бронежилетик. сломал. Это моя карманная энциклопедия. Всегда от скуки спасает. И от хулиганов. Сегодня вообще он от смерти. Прелесть моя. Ботаник, ты нарвался. Сейчас я руку под холодной водой подержу. И покажу тебе спортивный хук. Никакая книжка тебе не поможет. Ты поможешь. Как-то слишком быстро закончилось. Так, ну что такое? Почему не получается? Я уже 68 Развитие комбинаций событий попробовал. толком не Ничего было. не подходит. Так, мне нужны еще комбинации. Точно, надо сходить в библиотеку. Там такая книга должна быть. Так. Вот он вообще обалдел. Где он? Это что, его игрушка? Сейчас мы кое-что подправим. Опа. Ну что, можно сказать, помог. Сложил за него. И еще у меня кое-что есть. Ручка с исчезающими чернилами. Посмотрим. Ботан. Чё, пизделка теперь? Да, к сожалению, закончилась. Как ты с контролем справишься? Опа. Давайте спрячем на всякий случай. Удачи. О, ботанический сад, здорово. Я тебе помог, кстати. Смотри. Что ты наделал? Кубик сложил. Ты испортил мою вещь. В смысле испортил? Посмотри, все стороны одинаковые. В этом же смысл, не? Не смешно. Да-да-да, сейчас влажными салфетками корректор будем оттирать. Я учителю расскажу. Учителю расскажешь? Да. Смотри, книжки-то уже нет. Подумай хорошенько. Ладно, я понял. Ну что, ребята, сегодня у нас Я понял, пизделка. Не знаю. Ну, наверное. Сейчас досмотрим только. контрольная работа, на которой вы покажете все свои знания и все, что вы умеете. Так, Сережа, держи. Ура, обожаю Влад, давай, не подведи. Ты что, ешь на уроке? А мне тренер прописал. Ну ладно, я потом спрошу у него. У вас на все про все 20 минут. Так, это легкотня. О, это тоже. Так я тут все знаю. Такая легкая контрольная. Совсем беспалевно. Я уже на середине. Я тоже. Все, я сделал. Вот, пожалуйста, принимайте мою работу. Ну, молодец, за 10 минут справился. Дождемся. Как привет, потом я ебать. проверю ваши работы. Да, я уже тоже заканчиваю. Привет, ебать, Начнем с Вилса. работы Влада. Правильно. Ошибочка небольшая. Так, 30. Да, пиздец, беспалевно. 125, правильно. Так, Влад, поздравляю, у тебя. Что ж такое? Снейк из Metal Gear Solid. 3 балла. Ништяк. Так, теперь Сереж. Сергей, единица. Блять, единица, я думал, он скажет 4. Это как, почему? Что значит почему? Ты мне пустую работу сдаешь? Ты что, совсем обнаглел? У нас за пустую работу ставили 2. Metal Gear Rising. Думаешь, если я Понятно. отличника каждый раз 5 получаю, я проверять не буду?
единица. Да как единица? Я же писал. Я все за 10 минут решил, я же сам видел. Это не может быть. Ну что, поздравляю. У тебя шиза, братан! Я же говорил, что он позер, ну да. Ты теперь больше не... В натуре позер. Ты же на прошлой Причем шизоидный. неделе хвастался ручкой с чернилами, которые исчезают. Ты мне подсунул, да? Чего? Кому это надо? Успокойся. Так, Сережа, давай, успокаивайся, не надо тут мне ничего выдумывать. Не сделал работу, обнаглел, ну прими, так сказать, оценку. Единица, ничего страшного. Как вы говорите? Как вы можете такое говорить? У меня единица не может быть никогда! Понимаете? Я вам сейчас все это докажу, что это все его проделки. Больной реально голову. Так, это на него вообще Реально шизоид, заберите его в дурку. не похоже. Ну да. Вот, сейчас я вам все докажу. Вот, так, смотри. Это мои документы! Вот, 0, 7. Видно, да? А через 15 минут они исчезнут. Сейчас это докажу. Вот, берем уксус. Влад подложил мне ручку на основе тимолфталиина, чернила которого исчезают через какое-то время. Но если добавить кислоту, то можно наглядно посмотреть сейчас. Влад, ну браво! Это новый уровень. Вау! Вау, да, я не знаю обычных химических реакций. Таких простых. Да, на самом деле я тоже не знаю, чат. Я просто притворяюсь, что я такой дохуя умный. Причем? Как? И что все это должны знать. Куда я знаю, какие у него там ручки? Реально. Тут твоя защита это слова, а моя факты. Так, все, прекратили балаган. Сергей, ты за свои выходки отправляешься к директору. Ты, кстати, тоже за свои розыгрыши. Сергей, в любом случае нужно себя сдерживать и партами не разбрасываться, понял? Понял, простите. Сейчас я директору наберу, пойдете и будете с ним разговаривать. Стоп, он сын Уолтера Уайта? Ну... Да что-то не похож нихуя. Сергей, в любом случае нужно себя сдерживать и партами не разбрасываться, понял? Понял, простите. Сейчас я директору наберу, пойдете и будете с ним разговаривать. Что делаешь? Я и так расстроен. Меня мама убьет. Я ни разу у директора не был. Да не парься, там все нормально. Кабинет большой, прикольный. Ты по сторонам смотри. Главное это, и излучать уверенность. Давай, открывай. Ой, да стань. Здрасте. Куда нам? Вызывали? Так, я не понял. А ну-ка быстро, вышли, зашли нормально мне. А что было ненормально? Наверное, мы забыли постучать. Ой, блядь. Пиздец, директор зажрался. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Можно вашего немного внимания? Своему бойфренду, наверное, тоже так говорил. Выйди и зайди нормально. Пожалуйста. Вот другое дело, теперь проходите. Нас Сначала надо похлопать, а потом входить. кто-то к вам отправили Что, манерам не учили, что ли? на беседу какую-то там. Ну да, мне передавали информацию о ваших проделках. Мальчики, вот вы посмотрите туда. Вы видите эти грамоты и дипломы? Вы что думаете, они по волшебству взялись? Или вы думаете, что я их просто на принтере распечатал? Вы что, мужики? Каждая грамота — это репутация и статус нашей школы. Я никому не позволю ее портить. Даже лучшему ученику и капитану баскетбольной команды. Я тут вообще ни при чем. Это он меня подставил. Да он постоянно жалуется. Хватит! Ты же, наверное, только уборщица не пожаловался. А вообще-то мог бы. Ты без сменки ходишь, между прочим. Ну, директор, ну вот как с ним учиться в одном классе? Ну, же пришибить хочется. Да, случай запущенный, конечно. Бойфренд большая шишка, вот директор в школе оказался главным. Так все и было. Все через постель. Ладно, я думаю, что разговор, в принципе, закончен. Мы больше не будем и пойдем. Какое пойдем? Я вас просто так отсюда не отпущу. Оставляю вас после уроков. Пока не выполните все эти задания, домой не пойдете. Труд из обезьяны человека сделал. Может быть, и вам пользу принесет. Давайте, давайте. Мир, дружба, жвачка, все дела. Не ссорьтесь, не позорьте школу. И меня в частности. Рабство какое-то. Сейчас я позвоню твоему родителям, понял? Спасибо вам Блядь, он только сейчас понял. А вся школа это не рабство. большое. Еще раз извините. До свидания. До свидания.
Неправильно, блядь, а ну зашел и вышел нормально. Сначала облизал ему ботинки и поцеловал в жопу, а потом уже и выходи. А позеру будет полезно. Что у нас там первый по списку? Слушай, ты же ботан, и ты все равно же жить не сможешь, пока все это не выполнишь. А мне пофиг. Так что давай, занимайся, я пока посижу. Так, все равно прочитаю. Выполненное домашнее задание. Я уже все на неделю вперед сделал. Слушай, могу тебе где-то помочь, но если даже домашку списать. Но я подумаю. Так, вымыть пол и доску. Ну, ладно. Слушай, Блядь. может, хотя бы доску вымоешь? Ты там 3 слова, что ты не справишься? А домашку? Окей. Так, все, я начинаю мыть пол. Готово? А может, тогда еще и парты помоешь? В смысле? Мы же договорились. Ладно. Да вообще, слушай, я здесь торчать не собираюсь. Мы с пацанами договорились во дворе собраться. А я в школе зависаю, они вообще меня не поймут. Не знаю, как ты, но у меня есть идея, как свалить. Если что, пользуйся моментом. Нет, сначала надо облизать яйца, а полтос найти говно единорога. А потом найти говно единорога, а потом войти. Это как? Я один, что ли, буду? Ну, Ну ладно, зато у меня совесть чиста. хуй знает. Директор, мы там все сделали, можете принимать работу. Так быстро, что ли? Ну, пойдем посмотрим, что вы там сделали. Только это, я сейчас догоню, в туалет сбегаю. Давай. Он уходит от нас. Так, где-то должен быть микрофон. Сейчас, походу, опять экшен будет. Да, блять. Да, сука. Директор важный, как хуй бумажный. Я бы сказал, влажный. Сережа, ну как у тебя тут дела? Мне Влад сказал, что вы уже все убрали. Да, я совсем закончил. Вот, цветок последний остался. И сразу иду в столовую. Ну, молодец, похвально, что тут скажешь. Кстати, вот с этим видосом даже чипсы стали вкусными. Прикиньте, то есть он настолько хуёвый, что он даже хуёвое делает хорошим. Это новый уровень. Сейчас закинусь спайсом. Внимание, пожарная тревога! Ну все, Внимание, пожарная тревога! что стало? Да-да-да, именно такой голос у этого радиоведущего, или как он, блядь, там называется. Внимание, пожарная Что ты стал? Что ты стал? Ну, на, надевай. Да быстрее, ну. Так, быстренько. Опа, дышишь? Нормально все? Давай, побежал на коридор. А где Влад? Где Влад-то? Да не туши! Бля, подождите, стойте! Стойте! Внимание, пожарная Что ты стал? Ну, на, надевай. Да быстрее, ну. Так, быстренько. Опа, дышишь? Нормально все? Давай, Дышишь? побежал на коридор. А где Влад? Да не туши! А! Давай, выходи. В чем дело? Бежим! Владик, давай, что случилось? Быстро одевай. Эвакуация, ну. Быстрее. Давай, надевай! Дыма нет, нигде нет. Готово? Давайте на улицу, пойдемте. А он противогаз не надел, кстати! А я что, ребят, не понял, елки-палки. А он еще кашлять начал, блядь! Чисто, блядь, эффект плацебо! Дыма нет, он закашлялся, блядь! Видимо, лапшой подавился с его ушей. Основная сигнализация не сработала. Я сейчас пойду проверю. Может, это неполадка какая-то. Я пойду проверю, давайте. Ждите здесь. Блин, я не думал, что он может пойти проверить. Так это ты пожар устроил? Да какой пожар? Просто тревога. А ты знаешь, что за это в тюрьму посадить могут? Да все будет нормально, если ты болтать. Тюрьму посадить, блядь! была учебная тревога! Все вернутся на свои места! Повторяю, учебная тревога! Все вернутся на свои места! Не получилось. Не Вот повезло, последнее не задание. повезло. Нужно убрать столовую. Ну, надеюсь, ты знаешь, что делать? Мне кажется, ты в уборке профессионал. Так, слушай, ну вообще-то я сделку с совестью совершил. Тебя директору не сдал, а ты отказываешься помогать. Я могу и передумать, между прочим. Ладно, понял. Показывай, что делать. Предлагаю начать с кухни и фартуки наденем, чтобы ты свою крутую одежду не запачкал. Спасибо.
Шапку надевать не буду. Как хочешь, это все-таки кухня. О, слушай, а плюсы можно найти в любой ситуации. Опа. Куда ты берешь? Бутон, ты чё, мы здесь целый день пахаем, а мне надо эту форму поддерживать. Нет, это ворованное, ты должен за это заплатить. Да тут себестоимость 2 рубля. Только заплати их. У меня нет таких маленьких денег. Может, ты мне это угонешь? Фактанул. Ладно, хорошо, закинул. Тушку, Саня, очень вкусно. Давай. Оп. Как же ты меня сегодня достал? Остынь. Кстати, Понял. Ты образ жизни нихуя не учишь. объявляешь? Про войну. Этого Могу боташку. тебе отпор дать. На! Получи, ты Ботанишку. разозлил. Пау, попал. Вот он, принимай подачу. О, лови ответку. Вот он, а не хочешь отведать макарошек? Ах так? Да у него и так макароны на ушах. Ох, Бутон, ну не капустой, ну красав попал! Я тебе сейчас этим половником тоже спине мажу! Иди сюда! А я не понял, что вот здесь происходит? Что вы делаете в моем буфете? Вы что, хотите кушать? Что за взрыв на макаронной фабрике? Блять, чат, клип делайте. Вы ж ничего не убрали? Вы еще и все разгромили? Я вас убрать попросил! У меня проверка приехала. Так, что же? Не двигайте Есть табуретками. решение. Так, вы двое болтуса, слушайте меня внимательно, поняли? Я веду проверку сейчас в школьном музее. Минут 10-15 выиграю. Чтоб за 15 минут идеальная чистота была. Чтобы тут даже муха не пукнула, поняли? Через 15 минут приду, все проверю. И еще, так, ты сюда, кучерявый, подойди, пойдем со мной. Не убирайте мне. Значит, накройте стол. Вот здесь все лежит. Вот пакетики, все лежит, понял? Ага. Накроешь стол, сделаешь бутерброды с икрой, все как нормально, чтобы было, понял? Если не справитесь, тебя с баскетбольной команды попру. Вообще больше играть не будешь. И на физру запрещу ходить. Как это? Вот. А тебя с математического кружка попру. Не Вообще, на биологию переведу, понял? Ну это моя жизнь, математика. Все, молчать. У вас уже 14 минут. Работа. Математика! Это моя жизнь! Работай, что ты стал, господи боже мой. Так, все, с кухни я все. А я вон целый букет роз скрутил. Ну что там? Я их отвлек. Они фильм смотрят. Отчет по субботнику. У нас все под контролем. Удивили. Молодцы. Теперь пойдемте, кухню мне покажете. Там все чисто. Ну вот, чистота. Такс. А что я хотел сказать? Теперь быстро отсюда, чтоб глаза мои вас не видели. Пошуршали, пошуршали. Да, конечно. Так точно? Дай сюда, ну, проверка. Давайте, пошли, пошли. Давайте, пошуршали. Ну, Давайте, вот чат, видишь, шуршим. парочка. Хулиганы ботани. Пошуршали, пошуршали Когда я немного. в жизни умел вот 50 на 50. Где надо похулиганил, где надо получился. Так всем нужно. Надо, чтобы они Баланс чаще должен общались, опытом обменивались. Завтра вместе у меня дежурить по школе пойдут. А теперь где Директор мой старый шарит. пакетик? Шур-шур. Ну что, ну не такая трешовая серия, как прошлая. Ой, не такой трешовый видос.